Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Трудяги», где вам показываю старую отечественную технику, мы вспоминаем, какие автомобили трудились на просторах Советского Союза. И когда я делал видеоролик про отечественные грузовики, у меня много зрителей спрашивало, почему я не показал ту, другую модель. Но вы должны прекрасно понимать, что в рамках одного видеоролика все модели показать невозможно. У меня было желание сделать обзор сразу на 100 моделей, но я не представляю, как это можно реализовать за один присест. У меня после 20-й модели уже идет голова кругом, не представляю, что будет на 50-й и 60-й. Но если у вас будет интерес к подобному видео, то поддержите видеоролик лайком и наберем довольно большое количество лайков, например, 1000, попробую сделать такой видеообзор. И сегодня я хочу вам показать грузовики ГАЗ-51 и различные модификации. Это довольно популярная техника, небольшие грузовички трудились в поте лица на просторах Советского Союза и прилегающих государств, и эти машины сохранились в довольно большом количестве и по сегодняшний день. Например, у нас в стране я тоже вижу такие грузовики, стоит отъехать подальше от столицы, и где-нибудь в поселке вы обязательно увидите ГАЗ-51. Кстати, эти машины в очень хорошем состоянии, их берегут, за ними ухаживают, и люди любят эту технику, потому что она неприхотлива, надежна и долговечна. И, кстати, в прошлом году я видел ГАЗ-51 с бортовой платформой, и этот грузовичок перевозил сено. И начнем мы с обзора модели от Автоистории. Это новинка начала года, вполне хорошая масштабная копия за свою цену, и на эти модели был довольно большой спрос. Большая часть тиража была раскуплена по предзаказам, и посмотрел сейчас, зеленых грузовичков практически не встречается в онлайн-магазинах. Да, они попадаются на вторичном рынке, но порой на эти грузовики также завышенная цена. А по рекомендованной цене их практически нет в продаже. И также интересное наблюдение то, что второй грузовик ГАЗ-63 от Автоистории с кабиной песочного цвета вполне свободно встречается и в крупных интернет-магазинах, а зеленых вариантов тоже практически нет. И это вполне удачная модель, хотя есть пару моментов, которые лично мне не очень понравились. И то, что сразу бросилось в глаза, это отсутствие надписей на боковинах капота. Знаковый элемент именно для этих грузовиков, конечно, можно списать на то, что это машина после капремонта. Но когда у вас в коллекции не один, не два, а 5 грузовиков, то все, получается, сошли с ремонта, и это тоже, на мой взгляд, не очень хорошо. И, конечно, продаются отдельно наборы из фототравления. Пока что не обращал внимания, есть ли конкретно под эти модели новые плашки с надписью автозавода. Но, опять же, если делать доработку, нужно полностью перекрашивать кабину, также убирать старые плашки, потому что на них, я думаю, вы просто не наклеите новую деталь. И опять же, это время затраты, нужно будет покупать подходящую краску, и стоит ли приобретать относительно недешевую модель, чтобы ее опять дорабатывать. Но вполне хороший грузовичок, и жаль, что у Автоистории к этой масштабной копии пока что нету подходящего полуприцепа. Можно было сделать вариант для перевозки контейнеров, как изготовил Deep Motors. Но в будущем, я думаю, костромичи порадуют нас различными модификациями, и, конечно, хотелось бы видеть классический бортовой ГАЗ-51. Вот так выглядит ходовая часть, окрашена выхлопная труба, передняя балка из пластика, как и задний мост. И на эту модель я также докупил комплект фототравления, сеточку на заднее окно. И там, по-моему, дворники из фототравления и другие мелкие детали. Будет время, займусь доработкой этого грузовичка. И, кстати, на эту масштабную копию можно поставить комплект регистрационных знаков из фототравления от студии Микродизайн. Не так давно делал обзор на эти номера, и также в комментариях вы можете написать, какой тип регистрационных знаков наиболее подходящий именно под эту машину.
И второй грузовичок — это ГАЗ-63. Тоже вполне удачная масштабная копия. Она стоит значительно дешевле, чем старый вариант от Deep. И от Deep Models у меня нету грузовичка в коллекции, потому что у той модели было много нареканий по наклону капота. И модель была на самых ранних формах, не очень удачных. Впоследствии Deep немножко подкорректировал форму капота грузовика и уже тогда стал покупать последующие модели в коллекцию. Тут точно такой же цвет, как на сидельном тягаче. Снимается тент, вполне хорошо проработано напольное покрытие в кузове, но почему-то забыли сделать расшивку бортов. И также у этого грузовика хорошо сделана ходовая часть. И также помимо стандартной версии ГАЗ-63 у меня в коллекции есть вариант с лебедкой. Но по большому счету особой разницы между двумя грузовиками нет. У этой модели другой передний бампер, установлены стеклоочистители из фототравления, и также модель продается в боксе. Вариант от Автоистории поставляется в картонной коробке. И если для вас не принципиально, какой у модели бампер, можете смело брать модель от Аиста, а от ССМ машина, повторюсь еще раз, не стоит своих денег, если вам не нужен именно такой вариант. Я более чем уверен, что впоследствии найдутся конверсионщики, которые сделают точно такой же бампер, и его можно будет установить на эту масштабную копию. Точно такой же тент съемный, точно такой же кузов и точно такая же ходовая часть. Следующий грузовичок, который я хочу вам показать в сегодняшнем видеоролике, это самосвал ГАЗ-93Б. Тоже вполне симпатичная масштабная копия. Эта модель уже снята с производства, тираж был 840 экземпляров, и с этой моделью не поставляется сертификата с уникальным порядковым номером. И это грузовичок с кабиной зеленого цвета. У меня также в коллекции есть другая схема окраски. Я покажу следующую модель сразу после этой. И у этого грузовичка поднимается кузов, откидывается задний борт, металлическая рама, металлическая кабина, металлическое дно на кузове, а борта сделаны из пластика. И по традиции, как на большинстве других моделей от Deep, у этого грузовика поворотный передний мост. Вполне хорошие покрышки, прекрасные диски, и эта модель выглядит довольно реалистично из-за того, что изначально на ней установлены регистрационные номерные знаки и также логотипы предприятий на дверках, и вот именно такой мелочевки не хватает продукции Start Scale Models. И покажу вам, давайте сразу второй вариант окраски. Кабина бежевого цвета и темно-зеленый кузов. И сложно сказать, какой грузовик мне нравится визуально больше. Возможно, зеленый вариант более привычный, но в песочном цвете грузовичок тоже смотрится очень эффектно. Тоже поднимается кузов, откидывается задний борт, поворотный передний мост. И модель отличается цветом, другими логотипами предприятий и другими регистрационными номерными знаками. И также покажу вам еще один самосвал ГАЗ-93А. И у этого грузовика уже другой кузов, он полностью металлический, с низкими бортами, тоже подъемный, откидывается задний борт. И точно так же поворачиваются передние колеса. И у этого самосвала уже регистрационный номерной знак закреплен на задней стенке кабины. Также присутствует сеточка из фототравления. И мне нравится то, что на этой модели другие покрышки, уже шоссейные. На предыдущем варианте резина была с более ярко выраженным протектором. И также у этого грузовичка другие регистрационные номерные знаки. И следующая модель, которую я хочу вам показать, это пожарный ГАЗ-51А, поселок Фанерное. Тоже довольно старая масштабная копия, возможно, не самая удачная, потому что тут не совсем ровная надстройка. И из-за того, что она сделана из полимера и очень много длинных тонких деталей, попросту поручни тут идут дугой, конечно, это портит вид масштабной копии, и такие детали, я думаю, лучше изготавливать из тоненьких металлических прутиков, во всяком случае, они всегда будут держать правильную форму. Но, тем не менее, это тоже вполне симпатичная модель, и настройка у нее довольно тяжелая. Вы берете автомобиль в руки и сразу ощущаете ее вес. И такое ощущение, как будто это металлическая деталь, если не знать подробности. И у этого грузовичка по-другому
расположены стеклоочистители. Почему-то они смотрят друг на друга, а на вторых моделях они были направлены в одну сторону. Тоже поворотный передний мост. И вот так выглядит задняя часть. И покажу вам еще один ГАЗ-51. Это фургон КИ-51. Тоже довольно симпатичная модель. У Дипа была целая серия рекламных фургончиков. У меня собраны не все модели, всего несколько штук. Выбирал наиболее симпатичные для меня. И эти модели при желании можно найти в открытой продаже. Правда, не всегда на них будет адекватная цена. Но опять же, если у вас цель собрать всю серию подобных фургонов, я думаю, вас ничего не остановит. Тоже интересная схема окраски. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в 300 экземпляров, и с этим грузовичком поставляется сертификат с уникальным порядковым номером. И давайте я вам покажу последний сидельный тягач в наборе с полуприцепом для перевозки контейнеров. И у Дипа было 3 варианта таких грузовиков. Один с кабиной зеленого цвета, второй был серый, и третья машина копировала выставочный образец, полностью грузовик песочного цвета, также полуприцеп, и в тот же цвет были окрашены контейнеры. Мне понравился более жизненный вариант с кабиной темно-зеленого цвета, хотя грузовики друг от друга отличаются. Например, на серой модели кабина с небольшими заклепками. Возможно, это просто шляпки винтов, поправьте, если я ошибаюсь, но кабины у них отличаются. И также у этого грузовичка можно демонтировать контейнеры, и у Дипа также продавался полуприцеп для перевозки сыпучих грузов. Например, можно взять отдельно сидельный тягач и докупить к нему отдельно полуприцеп. Вот такая небольшая коллекция отечественных трудяг, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. И пишите ваши комментарии, на какие отечественные грузовики вы бы хотели увидеть следующий видеообзор. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, и жмите на колокольчик, и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!